8 способов, с помощью которых вы сможете свести вашего нарцисса просто с ума. Дело в том, что часто бывает так, что нам приходится общаться с людьми, у которых есть какие-то нарциссические черты, или это просто люди такие нарциссического склада. И вот такой человек, он постоянно старается тебя как-то вот выбить из такого эмоционального равновесия. И в этом видео я расскажу о 8 шагах, которые стоит вам предпринять, чтобы вы смогли свести, так сказать, с ума нарцисса, который пытается в свою очередь свести с ума вас. То есть как вам сделать так, чтобы вы могли не просто вот зеркалить нарцисса, сами превращаясь в такого же человека, а как вам можно ему эффективно взаимодействовать так, чтобы все его попытки вас как-то дестабилизировать приводили к тому, что дестабилизировался в результате он сам. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы говорим о том, как противостоять активно нарциссу. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья смогли его посмотреть. И мы начинаем. Первая важная вещь — это то, что вам нужно не реагировать на его какие-то вот токсические вот эти вот коммуникации. Вам просто нужно помнить, что все, что он говорит вам, это касается не вас, это касается его. Вам нужно научиться, как будто бы воспринимать его как в каком-то коконе его собственных заблуждений, его собственных каких-то изречений, чтобы, грубо говоря, вас не пробивали его высказывания, чтобы вы его высказывания не воспринимали близко к сердцу. Грубо говоря, если человек вам говорит, что, что-нибудь такое обесценивающее, что у тебя не очень хорошо получается на работе, посмотри, тебе долго не дают повышения. Или он там, скажем, как-то говорит, ты ходишь в спортзал, а как-то по тебе вообще не видно, у тебя какие-то результаты просто нулевые. Вам нужно понимать, что то, что он говорит, не касается вас. Потому что он нарцисс, и он, как нарцисс, это нормально для нарцисса, он использует обесценивание для того, чтобы вас поставить в такую подчиненную позицию по отношению к себе. То есть то, что он сейчас говорит, это его способ взаимодействия с вами. Это совершенно никак не касается того, о чем он говорит, о чем он о вас говорит. Поэтому вам нужно просто понимать, обесценивание подъехало. Я, в принципе, знала, с кем я общаюсь, все понятно, в общем, едем дальше. Или, предположим, скажем, мужчина-нарцисс начинает использовать лавбомбинг, начинает для того, чтобы как-то привязать эмоционально женщину, говорит ей какие-то комплименты такие прям пересропленные, что ты такая наилучшая, самая симпатичнейшая, вообще самая красивее всех и так далее. Что-то он так говорит, у тебя все вот хорошо получается, такое как бы антиобесценивание. Тоже вы понимаете, это лавбомбинг, прямо откуда было еще его ожидать, как не отсюда. Все ожидаемо, все я слышу, это никак меня не касается, это вот я понимаю, что сейчас он просто, так сказать, использует эти инструменты. Вторая важная вещь, это вам нужно провести такую умозрительную черту у себя в голове и следить за тем, когда он начнет ее пересекать. Дело в том, что часто, знаете, люди смотрят там какие-то психологические видео и говорят, нужно поставить четкие личностные границы и удерживать их. С нарциссом невозможно удерживать личностные границы, это факт. То есть вам нужно начертить эту линию и не удерживать ее, а ждать, когда он начнет ее пересекать. Как только он начнет ее пересекать, вам нужно в этот момент заметить, что вам это не нравится, и об этом очень ясно сказать. И сказать о том, что вас это не устраивает. Грубо говоря, если вы общаетесь с таким человеком, он начинает повышать тон и начинает, по сути, на вас кричать. Вам нужно сказать, послушай, ты сейчас кричишь на меня? Вот с этого момента, с того момента, как ты только что начал на меня кричать, дальше мы с тобой разговаривать не будем. Этот разговор больше меня не устраивает. Этот разговор до того момента еще как-то устраивал моим каким-то ожиданиям, и мне казалось, что это зачем-то мне было бы нужно. Сейчас мне это больше не нужно. Или предположим, он начинает вас как-то обесценивать, или начинает вас как-то газлайтить, говорить о том, что да, я не кричу, ты посмотри на себя, это у тебя нервы расшатанные, ты просто сама не в себе, ты психическая вся. Как с тобой можно вообще вести себя? Я все слышу, что ты говоришь. Но вы себе помните, что ваша красная линия, она прочерчена так, что вы это не хотите просто слышать. И вы говорите, все, с этого момента этот разговор уже не имеет смысла, и я из этого разговора выхожу. То есть вторая важная вещь, это нужно держать эту черту. Третья важная вещь, это то, что вам нужно это ваше решение обеспечить какими-то действиями, чтобы его нельзя было, так сказать, развернуть обратно. Потому что бывает так, что, предположим, скажем, опять же, пускай женщину для примера. Женщина разговаривает с мужчиной-нарциссом, мужчина начинает на нее кричать. Она говорит, я не хочу с тобой разговаривать в таком тоне. Он говорит, да, а что ты будешь делать? Она, складывает руки на груди, замолкает, сидит, и вроде как я с тобой не разговариваю. Но по факту она находится физически рядом с ним. И он ей просто в одни ворота насыпает все свои все, чего он хочет, все свои просто, называется, выбирай инструмент, какой хочешь. Обесценивание, крик, какие-то обиды, манипуляция виной и так далее. И она сидит и терпит, думает, я-то с ним не разговариваю. Нет. Третий шаг, вам нужно своими действиями как-то закрепить это свое решение, выйти из разрушительного взаимодействия, в данном случае разговора. Вам нужно встать и уйти. Вам нужно, положить трубку. Вам нужно просто, переместить свое тело куда-то,
где вследствие вот этого физического действия, вашего перемещения, вы окажетесь в безопасности. Потому что просто вот такая вот декларация, она, ну, это не работает. Четвертая вещь, это вам очень важно иметь четкий план, вот, собственно, по поводу чего вы собираетесь общаться с этим нарциссом. Ну, предположим, это, скажем, ваша мать, вот, такая нарциссическая, которая постоянно манипулирует вами там, с помощью вины или там триангуляции, что вот, а вот ты ко мне редко приходишь, а сестра твоя постоянно тут у меня проводит время, а ты вот значит, плохая дочь, она хорошая дочь. Вам нужно понимать, зачем вы общаетесь с нарциссом. То есть, ну, часто бывает так, что, ну, необходимо. Предположим, вы думаете, ну, вот я решила, что с матерью я 2 раза в неделю, мне нужно там приезжать к ней, там 2 часа у нее времени проводить, там, или час времени. Все, вот у вас есть план, и вы понимаете, что я приезжаю, я готова, что час я буду слушать, возможно, какие-то неприятные вещи. Возможно, не будет чего-то такого неприятного, но вот час я провожу, а потом, то есть в то время, когда мне вот нужно как-то быть мобилизированной и как-то вот быть в защите, потом я снимаюсь при любых вообще вариантах расклада и ухожу, и все. Это вот то, как я запланировал. Или, предположим, женщина хочет там бывшему мужу сказать о том, что я там собираюсь на выходные куда-то поехать, мне нужно, чтобы ты с детьми взял детей. И вот вы понимаете, что вам нужно об этом сказать, и что есть 2 варианта. Ну, первый вариант, что он скажет, что да, давай, второй, что нет, не давай. При этом он и то, и второй посыл может говорить, знаете, с тем, что ж ты за мать такая, что детей оставляешь, давай возьму детей. Или что ж ты за мать такая, что детей оставляешь, плохая ты мать, не буду я детей брать. Но как бы то ни было, вам важно знать, какой у вас план разговора, какие есть варианты, что вы будете делать в той или иной ситуации. То есть да, нет, у меня есть какие-то другие запасные варианты. Потому что самое худшее, что может быть, это когда вы начинаете, знаете, вступать в прения и дебаты. Потому что вы в такой ситуации преследуете своей целью договориться, а нарцисс преследует своей целью получения от вас нарциссического ресурса. Чем больше вы с ним договариваетесь, но при этом так вы и не договоритесь, тем больше он получает вот этого чувства, что вы от него что-то просите, а он вот сейчас контролирует вас. Пятая вещь, это вещь, которая очень важная и важная для понимания, поэтому как-то вот сконцентрируйтесь. С нарциссом нужно быть искренним и открытым. Это правда. Дело в том, что часто люди считают, что нарцисса нужно зеркалить. То есть нужно вести себя, грубо говоря, с человеком, который ведет себя по-скотски по отношению к тебе, и ты должен с ним также себя по-скотски вести. В результате вы будете оба вести себя по-скотски, будете находиться в скотских отношениях, где он будет находиться на своем поле, а вы будете находиться в ситуации, где вы будете вредить сами себе и будете получать вред от него. Очень важно быть искренним и открытым, но, конечно, в безопасных каких-то вот рамках. То есть важно не говорить вообще окружающим людям, в том числе нарциссу, ту информацию, которую он может использовать для того, чтобы вам навредить. Важно не говорить какие-то вещи, которые вам кажутся, ну, это небезопасно об этом говорить, но при этом вам очень важно, чтобы вы говорили очень какие-то понятные вообще посылы, чего вы от него хотите. Ну, грубо говоря, если взять предыдущий этот пример, если женщина, значит, приезжает к своему бывшему мужу и говорит: ты знаешь, я вот хотела узнать, а как ты относишься к тому, чтобы вот сходить на ярмарку на будущие выходные, там вот, может быть, ты бы хотел бы туда пойти, там вообще неплохо. Она начинает как бы вот так из-за угла заходить откуда-то, чтобы как бы вот если ты пойдешь, то может быть я тебе детей там всуну и так далее. То есть начинается какая-то вот такая игра, в которую вас точно переиграют. Поэтому очень важно с пограничными людьми прочерчивать границы. Если вам нужно от мужчины, чтобы он взял детей на выходные, вам нужно сказать: мне нужно, чтобы ты взял детей 2 штуки на выходные 2 дня с 8 утра до там, 7 вечера, значит, 2 дня. Можно или нельзя? Согласен, не согласен. И тогда вы получите максимально близкий к понятному ответу. Если вы начнете так вот заворачивать, закручивать чего-то там, как бы проявляя какую-то такую дипломатию, вы в этой дипломатии сами завязнете и с вами сделают все, что захотят сделать. 6-е правило. Вам важно научиться игнорировать те инструменты нарцисса, которыми он приводит вас к разрушающим таким вот эмоциям. Вот если вам приходится общаться там с кем-то из нарциссических родителей, ну, к сожалению, так бывает, что вот такое случается, с кем-то из сотрудников, каких-то, я не знаю, начальник, может быть, партнер, какие-то подруги, кто угодно. Вот ты пообщаешься с таким человеком, а потом ходишь, и вам нужно вот поисследовать, что с вами происходит, что происходит с вашим эмоциональным фоном. Бывает так, что ты злой после этого, бывает, что ты какой-то раздраженный, бывает, что там срываешься на других людей, бывает так, что вот ты пообщался с таким человеком, потом чувствуешь себя таким, в какой-то как бы депрессии, такой как раздавленный, маленький, незначимый, вот нужно несколько дней восстанавливаться. Бывает, ну, как любые могут быть негативные эмоции. Вспомните, в результате каких обсуждений, в результате какой коммуникации вот эти эмоции у вас стали возникать. И вам нужно это изучить и быть готовым, что как только вы вот слышите, что нарцисс вам что-то предлагает, он вам о чем-то говорит, он вам на что-то указывает, он вам что-то советует и так далее, вы это просто игнорируете.
Потому что вот знаете, как к этому нужно относиться? Бывает, что приходит такой спам какой-нибудь такой смешной, типа всего лишь там за $2 ты можешь купить машину, тебе повезло, потому что у тебя там совпал как-то там дата твоего рождения, ты просто выиграл. Как вы к этому будете относиться? Ну, скорее всего, если вы, как бы вам больше 6 лет, вы поймете, что это афера, и вы просто заблокировать этот спам. Также вам нужно относиться к вот этим вот каким-то посылам людей, с которыми вы находитесь в отношениях. Конечно, если это родители, если это партнер, с которым у вас долгие отношения, может быть, сходу будет сложно так вот не относиться к этому серьезно, но мы же для этого это и обсуждаем, что вот на это нужно обратить внимание, и вам нужно игнорировать эти посылы, памятуя, что эти посылы в прошлом приводили вас к такому разрушительному эмоциональному состоянию. И еще два важных приема, которые вы можете использовать, можете их наработать, это умение смотреть насквозь и умение говорить человеку обратно, что вы видите, что он с вами сейчас делает. Тут, конечно, фокус в том, что вы не должны убеждать нарцисса в том, что посмотри, ты же нарцисс, потому что у вас не получится, вы упретесь в его психологические защиты, которые помогают ему не замечать, какой он человек, и вы будете биться, ну, в общем, это невозможно, у вас не получится. Просто вам нужно видеть человека, если вы понимаете, что он сейчас ведет по отношению к вам себя разрушительно, постарайтесь, вот смотря ему в глаза, как будто бы посмотрите на стенку, которая находится за ним. То есть вам важно смотреть сквозь него, чтобы вы могли как бы в такой ситуации сочетать как бы взгляд по направлению к человеку и ситуацию, когда вы не на него смотрите. То есть вообще сама по себе вот эта вот диспозиция, ну вот это вот такие обстоятельства, когда тебе нужно общаться с человеком, который имеет нарциссические черты, который будет тебя разрушать, но тебе с ним общаться нужно. Ну, бывают такие ситуации. Вот для того, чтобы эту ситуацию, так сказать, вот как-то во взгляде проработать, вы просто смотрите сквозь человека. Я как бы смотрю на тебя, но я не нахожусь с тобой в контакте, который может меня разрушить. И вот этот следующий шаг — это разоблачение. То есть вам нужно говорить человеку о том, что «О, я вижу, что ты сейчас меня, например, обесцениваешь. О, я вижу, сейчас ты мне пытаешься внушить какое-то чувство вины». Не для того, чтобы он вас услышал или чтобы он, скажем, смог вас понять, или там, предположим, чтобы он еще, как, знаете, такое максимальное эфемерное такое ожидание, еще и перестал так себя вести. Нет. Вы это просто проговариваете, и таким образом вот эти вот ваши сомнения, ваша какая-то вот неуверенность во взгляде, она будет пропадать, потому что вы будете просто вербализовать, проговаривать то, что вы видите, что сейчас с вами происходит. Тема горячая. Напишите в комментариях, как вы отбиваетесь от своего нарцисса, потому что, к сожалению, ну, чего греха таить, бывает, что приходится общаться с такими людьми, и они пытаются тебя как-то разрушать. Возможно, у вас есть какие-то фокусы, с помощью которых вы вот это их разрушительное поведение обращали против них самих же. Если вам эта тема интересна, видео понравилось, поставьте лайк обязательно, для меня это очень важно. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на канал, чтобы меня не потерять. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.